21,5 градуса ниже 0. Скажите мне честно, была ли у вас когда-либо мысль при такой температуре взять и поехать куда-то на караване? Скорее всего, вы думали, что при такой температуре находиться в нем будет невозможно, в нем будет ужасно холодно, так как это абсолютно летний караван, и значит, он не предназначен для эксплуатации в холодное время года. С вами, как всегда, я, Lithium Master. Всем прекрасного времени суток, и сегодня я однозначно отвечу на этот вопрос: можно ли так делать, либо же нет. Минус 21,2 градуса. Времени сейчас 16 часов 30 минут. Где-то здесь под сугробом находится газовый баллон. Я его специально не доставал. Газ, естественно, заправлен летний. Ну и также сам прицеп кемпер, он же караван, стоит. Абсолютно никак не прогревался, никак вообще не трогался. Еще с осени этого года. И вот именно в нем я сегодня попробую, ну если не переночевать, то хотя бы попробую его прогреть и показать вам, возможно ли вообще при такой температуре в нем находиться. Ночью сегодня обещают температуры до минус 25-26 градусов. Это у нас Eldes Avant. То есть это не зимний прицеп, не утепленный, обычный, стандартный англичанин с тоненькими стенами, у которой утепление 3 сантиметра в стенах и 5 сантиметров пол. Вот, видно, что я сюда еще даже не заходил. Все в снегу. И, собственно, прямо сейчас на ваших глазах, если я смогу его открыть, мы попадем внутрь, но и дальше уже, естественно, будем пытаться с вами нагреть его, разогреть. И посмотрим, до какой температуры он сможет прогреться. Вообще, конечно, для зимнего проживания они не особо предназначены, потому что все оборудование, включая подачу воды и биотуалет, оно, конечно же, рассчитано на положительные температуры. Но я не раз встречал в сети видео, где люди живут, умудряются как-то жить в таких караванах аж при температуре там чуть ли не в минус 30. Боже мой, внутри очень холодно. Градусник. Покажу, что температура внутри абсолютно не отличается. Ну, на 1 градус это от того, что я сейчас градусник просто в руках держал. Поверьте мне, что она здесь абсолютно такая же. Очень холодно ногам. Сразу запускаю отопитель. Отопитель. Электрический. На 1 киловатт. Сейчас чуть дальше все объясню, для чего это делается, через пару минут буквально. Чтобы не сомневались, вот, пожалуйста, время 16:30. Сколько там у нас уже? 34, 35. Для того, чтобы понимать, за какое количество времени он прогреется. И я покажу отдельно, через сколько я запущу газовый отопитель. Я включил электрический отопитель для того, чтобы просто прогрелась верхняя панель печки, потому что при такой температуре она задубает, и пьезоэлемент просто не работает, зависает при поджиге. Сейчас, как только она прогреется, естественно, сразу же я перейду на газ, электрическую печку выключу. Мы будем с вами смотреть, сколько именно от газа. То есть, если вы где-то автономно уехали, далеко от цивилизации, у вас нет доступа к электросети, я хочу показать, сколько именно от газа, до какой температуры именно от газа вы сможете отапливаться в таком прицепе, сможете ли комфортно в нем существовать при забортных температурах в районе 20-25 градусов. Как я и говорил, температура от минус 19 особо от уличной не отличается. Ждем, пока прогреется немножко отопитель.
Вот, когда минус 20, передвигаться здесь можно только вот так. Несмотря на то, что полы утепленные, и дополнительно еще положен слой ковролина сверху, ноги мерзнут нереально. Минус 17,5 градусов, то есть спустя 20 минут работы электрического отопителя температура особо не меняется. То есть 1 киловатта тена для такого пространства, но это, конечно, вообще ни о чем. Мало. Прошло полчаса. Камера пишет, что невозможно использовать уже вспышку при низкой температуре. Температура по-прежнему минус 16. Но хотя бы уже прогрелся отопитель. А раз так, то его мы выключаем. Делаем вывод о том, что 1 киловатта электрического отопителя это крайне мало. И надеяться на его работу нет никакого смысла. Ну, то есть надеяться, что он поможет при температуре минус 20 и при более низких, это быть большим оптимистом. Сейчас я попытаюсь запустить отопитель. И да, ребятушки, есть тепло. Что-то он там, правда, такие страшные звуки издает при такой температуре. При попытке запуститься. Скажу честно, никогда не пытался запустить отопитель газовый при такой температуре. Сейчас заодно и проверим, сможет ли он работать. Включать пламя сам. Как называется? Огонек? Ой, это уже газовый. Ну-ка, я пускаю. Кнопку. Вот сюда. Поискать включение. Все. Все хорошо. Интересная тема. Не могу говорить, да. Ну что ж, можно быть, давайте привет. Да, забыл. Не можете не память. Попробуем сейчас. Позовите дыхание. Там. Выключается моментально. Попытаюсь показать. Надеюсь, тем, кто планирует пользоваться газовой печкой Трума при отрицательных температурах, это будет полезно. Вот пока я удерживаю нажатой кнопку, сейчас я попытаюсь поймать в окошко. Вот, видите, пламя горит. Но это работает не сам отопитель, это работает только его малая часть, от которой сам отопитель должен разжигаться. Сейчас я его отпускаю. И вот что происходит. Все, и он гаснет. Нажимаю пьезу. И теперь даже так не запускается. Ладно, сейчас разберусь. И кажется, я понял, в чем дело. Видите то место? Если вы не владелец каравана, вы не подозреваете, что там должно быть. А если владелец, то пояснять вам не требуется. Но я все-таки поясню. Там должен быть дымоход, точнее газоход. Ладно, не ори. Для удаления паров, сгоревших газов, точнее. Соответственно, так как он завален сугробом, причем завален так существенно, то у отопителя просто нету кислорода, чтобы работать. Мне кажется, когда англичане делали этот прицеп, то они явно не рассчитывали, что в России такие зимы. Сравните высоту грибка и высоту снежного покрова. Это при том, что на сегодняшний день только середина декабря. Тут как бы снега уже раз в 5 больше этого грибка. Но слава богу, я его очистил. И я оказался прав. Не прошло и часа, отопитель работает. Боже ты мой, как это здорово осознавать, что без тепла я не останусь. Кстати, пока я тут плясал, температура уже поднялась до 6 градусов ниже 0. Обожаю такие виды. Ночь, ну вечер, зима, мороз, печечка парит, а у тебя внутри сейчас будет тепло, уютно и, возможно, даже вкусно. Очень прикольные виды. Когда-нибудь я все-таки накоплю на зимний караван и буду заниматься зимними видами отдыха, потому что в этом есть свое непередаваемое великолепие. Классно. Ну что же, спустя 1,5 часа после начала мытарств
температура достигла практически нулевой отметки, минус 3 градуса. И испытания испытаниями, а ужин, как говорится, должен быть по расписанию. В караване всего лишь 0 градусов, я уже разделся. После минус 20 0 градусов. Это оказывается так тепло, вы не представляете. Тоже один из частых вопросов. Удобно ли вообще в караване готовить? Хватает ли места? Ну, караваны разные вообще в принципе. В 2-3-местных кухонный блок довольно-таки маленький. Если говорить про 4-5-местные караваны, в данном случае это получается у нас 4-местный, то кухонный блок, ну, уже довольно развитой. То есть проблем с местом при приготовлении в принципе нет. Можно спокойно готовить. Даже если 2 человека на кухне кашеварят, головами друг в друга они не врезаются. Единственное, что, наверное, надо конфорочку включить другую. Потому как сковорода большая, чтобы все это стояло по диагонали. Тушенка белорусская, очень рекомендую. Ну, скорее всего, все это и так знают. Я думаю, я тут не один такой умник. Но на всякий случай, вдруг кто-то продолжает покупать невкусную тушенку. Да, она на самом деле достаточно дорогая. Ну, как дорогая, с учетом того, сколько сейчас стоит мясо. В принципе, цена соразмерна нормальной стоимости мяса. Есть тушенки буквально на 50 рублей дешевле. Но при этом от мяса там остается, к сожалению, один лишь жир, бульон и запах. Увы, ах. Обратите внимание, огромный целый кусок мяса, 2 листика лаврушечки и вот это все, что вы видите, вот это остатки жира и бульона. Ну, то есть это грамм 30-40 на всю банку. Мы его тоже отправим в сковородку для нажористи, для нажора. Что-то у меня с русским языком. Какие-то нелады в последнее время. Часто заговариваюсь. Огромный кусман мяса, целиковый, причем, а не из кусочков, как в других тушенках, когда открываешь, а там просто отходы какие-то мясные вываливаются на сковородку. Не, здесь, конечно, тоже жилы попадаются, бывает, да, все-таки тушенка это не высший сорт, а первый сорт, и не по ГОСТу, а по ТУ, но есть, кстати, высшего сорта, да, я в курсе, точно такая же бродфудовская, но высшего сорта. Стоит еще дороже, но особой разницы от первого сорта на самом деле, по большому счету, нет. Лучок. Потому что мясо и лук это у нас неразрывные друзья. Да, еще один плюс, кстати, готовить в караване, когда ты готовишь, во-первых, у тебя вкусно пахнет, ну, само собой разумеющееся. И второй плюс, становится гораздо теплее, потому что работает как-никак 2 газовые конфорки, они довольно мощные. Как несложно догадаться.
Все-таки запах лука и мяса — это вот ни с чем не сравнимое удовольствие. Поэтому я говорю всегда, что лук и мясо, они друг для дружки просто созданы какими-то богами пищевыми. Все, ждем. Чтобы покушать большой семьей, надо стол снять со стопоров, подвинуть сюда, после чего разложить его туда, и тогда за столом спокойно могут поместиться 4 человека. Но так как я один, мне этого делать не требуется, мне достаточно всего лишь немножко его выдвинуть. Как говорили у нас в детстве, соусом можно съесть любую гадость. Приятного мне аппетита. Да, температура, кстати, уже 12 градусов, поэтому раздетым находиться довольно-таки комфортно. Ну что ж, друзья, давайте, пока я покушал, теперь мне тепло и настроение у меня хорошее. Осталось, правда, только чаю попить. Но это несложно. Расскажу я вам о том быстренько, с какими трудностями вы столкнетесь, если решите эксплуатировать дачу-прицеп при температуре минус 20 градусов, либо ниже. Но про сложности с запуском отопителя я уже показал на моем примере. Вы видели, к чему это может привести. Обратите внимание, уже практически 14 градусов. То есть довольно комфортно. А прошло всего лишь 3 часа, из которых я около часа мудохался с отопителем. Итак, если у вас отопитель без раздува воздуха, это главное, с чего стоит начать. Вы, наверное, слышите шум, который присутствует на всем протяжении видео. Это раздув воздуха по всему салону. В одной части салона, в передней, есть воздуховоды, из которой поступает горячий воздух. И во второй части салона, ну, в данном случае у нас это получается в санузле. Видите, даже дверь не открывается, потому что все замерзло. В санузле есть также второй раздув. Вот он. Тем самым теплый воздух равномерно распределяется по всей площади жилого модуля. Ну и в данном случае санузла в том числе. Для чего это надо? Если у вас нет раздува, даже не думайте выезжать, говорю вам на полном серьезе. Даже при температуре минус 15 вы замерзнете. Как известно, у нас теплый воздух поднимается вверх, ну а холодный воздух, соответственно, присутствует снизу. В коротких караванах, как правило, которые идут 2-3-местные, на 4-5 метров, раздув очень редко бывает в комплекте. И получается так, что при таких сверхнизких температурах тепло, оно моментально стремится вверх. И у вас под потолком духота, дышать нечем. Снизу, соответственно, получается очень холодно, ноги мерзнут, может быть даже отрицательная температура. Смотрите, вам банальный пример. Несмотря на то, что уже 3 часа прошло, как прогревается караван, и несмотря на то, что на уровне
около 1 метра от пола температура уже около 14 градусов, можно видеть, что понизу до сих пор на металлических предметах присутствует настоящий иней. То есть температура этих предметов еще отрицательная. Можно видеть коврик, на котором также снег еще не тает. Да, со временем, когда тепло будет опускаться все ниже и ниже и ниже, соответственно, все это также начнет оттаивать, но только благодаря раздуву. Вот и видно иней сплошной. Если раздува не будет, вот такая ситуация у вас будет постоянно. То есть не через час, не через 3, не через 5, не через 10 у вас караван не прогреется. Вы будете мерзнуть, вы нормально, спокойно спать не сможете. Без раздува, по сути, можно комфортно спать вот от такого уровня, от 1,5 метров и выше, да, если у вас кровать есть под потолком, но, как правило, их не бывает, либо она детская, вот как в данном случае раскладывающаяся, она как раз вот на такой высоте, вот один ребенок у вас может спать комфортно, даже сейчас вот чувствуется, что здесь на высоте и выше, вот под 2 метра уже очень тепло под потолком, несмотря на то, что раздув как раз присутствует. Если бы его не было, было бы вообще все печально. Второе, о чем вам придется забыть, это о красивых видах из окна. Окна у вас не отморозятся никогда. Даже если вы тут прогреете, нагреете как угодно, нагоните температуру в 30 градусов, чего, конечно же, при наружной температуре в минус 25 невозможно сделать, у вас окна будут замерзшие. Но это на самом деле наименьшая из проблем. Конечно же, у вас не будет воды, ни о какой воде речи быть не может, потому что даже если у вас емкость с водой находится внутри, куда вы ее будете сливать? Как только вы попытаетесь слить, и она потечет у вас по трубам наружу, естественно, в местах сгибов, в местах застоя воды в этих трубах все это моментально перемерзнет, и на второй раз, когда вы попытаетесь воспользоваться краном, конечно же, у вас никуда ничего не потечет. С учетом того, что в доброй половине караванов забор воды осуществляется снаружи, из наружного бака, который только что могли видеть в санузле, понятное дело, что воды у вас не будет. То есть этот вопрос вам как-то придется решать самостоятельно, не прибегая к системе водоснабжения каравана. Ну, конечно же, глупо говорить о том, что у вас будет работать душ, и тем более, что у вас будет работать унитаз. Ничего этого у вас не будет, поэтому вот в моем случае, допустим, эту дверь можно вообще не открывать. Сюда заходить особого смысла нет, воспользоваться здесь ничем не получится. Смотрите, какое зеркало, несмотря на то, что присутствует здесь раздув. Но у нас действительно очень холодно, а сегодняшней ночью было аж минус 27. Это не пар, это до сих пор иней. Спустя 3 часа даже особо не помогает раздув в санузле. Все равно еще здесь ощутимо прохладнее, чем в жилом отсеке. Но без раздува было бы совсем печально. И при этом, с учетом того, что дверь очень тоненькая, она не обладает никакой теплосберегающей функцией. Если бы не было раздува, отсюда постоянно фигачило бы холодом, просто как, по сути, с открытой уличной двери. Поэтому без него никуда. Ну, в общем-то, за исключением вот этих вот недостатков, то, что у вас нет воды, нельзя сходить в туалет, нельзя помыться, в принципе, жить можно. При условии, что вы сможете протопить ваше место обитания до комфортных хотя бы плюс 20 градусов. Собственно, для этого я сегодня не снимаю это видео, потому что мне самому интересно, возможно ли будет комфортно переночевать, действительно комфортно, не морозясь, не боясь заболеть, не боясь заморозить детей. Посмотрим. Пока 13,5 градусов, находиться раздетым уже можно, уже, скажем так, чувствуется, что еще свежо, но, по крайней мере, нет уже ни дрожи, уже ни зябка, то есть вполне себе нормально. Если будет хотя бы 20, а еще лучше 22 градуса, будет вообще замечательно. Ну, естественно, самые мерзлявые люди могут сидеть, проводить свое время досуга возле отопителя, ну не прям на корточках, как я сейчас сел, я имею в виду на диванах, потому что если вы здесь сидите, если вы здесь сидите, все равно у вас отопитель довольно близко к вам находится, ну а шпарит он действительно будет здоров. Вот сейчас у нас только горячий, что даже к верхней пластиковой части
прикасаться практически невозможно. Температура градусов, наверное, 70, но металлические части вообще лучше не трогать, можно обжечься. Это на самом деле внушает уверенность в том, что часа через 3-4, я думаю, в караване все-таки наступит комфортная температура как раз к тому времени, когда наступит пора поспать. Пока караван не прогрелся, крайне рекомендую догреваться изнутри чаем. Что покрепче, лучше с собой брать не стоит, иначе можно действительно замерзнуть. А вот зеленый чай — это, конечно, тема. Заменяет любую печку, особенно если выпить за день в количестве 5 кружек. Уже на утро палатка стояла практически в луже. Снег заметно осел и потемнел. Вокруг деревьев появились круглые проталины. Небо было затянуто густыми темными тучами. Все казалось серым и невзрачным. И даже воздух был каким-то тяжелым, давящим, что ли. На берегу залива оттаял примечательный пень. Старый, огромных размеров, но очень живописный. Этот пень, как само олицетворение жизни. Здесь и трухлявая смерть в изогнутых корнях и глубоких бороздах. Здесь же и новая жизнь. Настоящий лесной остров с мхом, травой и даже крошечными березками. Шикарная погода. Минус 24. Красивая луна. И мороз щиплет за нос. А вы любите зиму? Полдесятого вечера. Лежу, монтирую видео. Уже очень жарко. Градусник пока что на улице. Хочу замерить, какая там температура. Но внутри, по ощущениям, уже 20-ничек точно есть. Очень тепло, можно уже даже снимать свои козырные тапки. Сказать, что я удивлен, это не сказать ничего, потому что температура достигла 26 практически градусов. И это несмотря на то, что времени сейчас всего-то 10 часов вечера. То есть караван прогрелся довольно-таки быстро и, мало того, до довольно-таки внушительных температур, поэтому мне пришлось даже немножечко убавить мощность отопителя. Ну что, ребятушки, пора и на боковую. Температуру сделал себе очень комфортную. Варьируется она от 23 до 24 градусов. Отложим ее в сторонку, пускай там замеряет температуру. Отопитель работает на 6-й позиции из 10, то есть по сути на половине своей мощности. Несмотря на то, что сейчас на улице практически 22 градуса ниже 0, здесь мы получаем температуру практически в плюс 25 на такой мощности. А это значит, что даже при температуре в минус 30, скорее всего, мощности этого отопителя хватит для того, чтобы очень комфортно жить и ночевать в этом караване. Как видите, у меня здесь не спальный мешок, обычная кровать, обычное постельное белье. Соответственно, спать я буду, как понимаете, тоже, в общем-то, без одежды, потому что очень тепло. И, надеюсь, будет очень комфортно. Небольшой лайфхак для людей, которые любят тепло.
Если у вас отопитель стоит не в середине каравана, как это иногда бывает, а стоит в кухонном блоке и выходит на торец кровати, то ложитесь спать на то место, где стенка отопителя смотрит на кровать. В таком случае у вас ноги будут в тепле, потому что эта стенка при работе отопителя существенно нагревается примерно до 40, где-то 45 даже градусов. Поверьте, спать вам будет очень комфортно. Ну а я желаю себе спокойной ночи, и вам, если вы собираетесь спать по совместительству, тоже. Надеюсь, ночь будет теплой и комфортной. Самое главное это забыл, ешь твою медь. Вот память-то. Хотел ведь показать. Многие думают, встречал я такой вопрос на просторах сети, что стена наружнее холодная и спать будет очень холодно. Но это в принципе логично, так как я уже говорил, утепление всего там 3 сантиметра, поэтому она такая прохладная. Но производители не дураки, здесь присутствует так называемая фальш-стена, то есть между двумя стенами здесь спокойно помещается 1,5 пальца. Там еще присутствует и брусок, который держит. Соответственно, вы когда спите, вы не касаетесь наружной стены. Вот эта фальш-стена, она идет по всей длине кровати. И эта часть, естественно, она теплая. Какой бы мороз не был на улице, даже если там будет минус 30-35, вам не доставит никакого дискомфорта спать в таких условиях. Теперь точно всем спокойной ночи. Утра 21 градус. Да, в принципе, без градусника понятно, что тепло чувствуется прям. Сплю реально как дома. Вообще никаких отличий. Температура очень похожая на домашнюю. Потому что дома также стараюсь держать в районе 22 градусов. Тепло, комфортно. Что тут еще сказать? Продолжаем дрыхнуть. 7 часов утра. То ли на улице сильно потеплело, то ли от того, что я выключил раздув, тепло собирается в одном месте. Но спать стало существенно теплее, уже даже жарковато. 9:30 утра, почти 23 градуса. Всем доброго утра. Спалось шикарно. Одеяло тоненькое, то есть не утепленное, не зимнее. Классно вообще. Я на самом деле боялся, что будет сильно хуже, а нет. Было очень даже хорошо. Чтобы вы понимали, отопитель работал большую часть ночи на 4-й позиции из 10. Иначе было бы спать просто невозможно, духота была неимоверная. Боюсь даже представить, до каких температур здесь можно находиться, если выставить его на максимум, то есть на 10. Жарить будет просто по-адски. При этом оттаяли все окна, абсолютно все, даже которые были закрыты шторками. Поэтому свои слова о том, что у вас не будет прекрасного вида из окна, которые я вчера имел наглость озвучить, сегодня я забираю обратно в то самое место, откуда они вчера вылетели. Окна идеально чистые, тоже прогрелись, теплые. То есть любое окно, какое мы бы не посмотрели, вот, я его абсолютно не трогал, оно тоже абсолютно чистое, не только без инея, но еще и высохла на нем вся влага. Давайте посмотрим то, которое на двери. Это окно находится максимально далеко от отопителя и еще закрыто плотной шторкой. Но и оно полностью оттаяло и абсолютно сухое. Сами можете представить, как сильно работал отопитель. При этом на улице нифига, хочу я сказать, не потеплело. Ощущается примерно так же, ну, градусов, может, 17-18. То есть довольно-таки свежо. Я думал, что на улице потеплее стало, а нет.
Ну что, ребятушки, вердикт. Можно ли ночевать спокойно при забортной температуре в минус 20 с лишним градусов в летнем караване? Можно. И не только ночевать, но и полноценно жить. То есть не ютиться где-то под одеялом, в спальных мешках, а действительно находиться внутри полноценно. Поверьте, вы не замерзнете. Я сейчас даже сижу без тапок, то есть пол прогрелся настолько, что можно ходить по нему босым. Здесь находиться абсолютно комфортно. Можно готовить, можно пить чайник, то есть делать все обычные дела из тех, которые вы делаете дома. Естественно, будут какие-то ограничения по использованию воды в основном, о которых я вам говорил вчера. Но за этим исключением, в остальном, от летней эксплуатации особо отличий нет. То есть сейчас вот зашторь все окна, представь, что ты где-нибудь сидишь на берегу Крыма, и ты сам в это охотно поверишь, потому что температура внутри 23 градуса, что очень как раз похоже на присутствие где-нибудь ранним утром на берегу Черного моря. Наверное, у некоторых возникнет вопрос, а при чем здесь вообще такое видео и аккумуляторный канал? Ну, канал ведь у меня посвящен на 95% именно аккумуляторной батарее. Да все очень просто. Помимо того, что хотелось проверить себя и проверить караван, можно ли в нем будет находиться при таких температурах, хотелось также проверить и, конечно же, аккумуляторную батарею. Все, что вы видели в этом видео, касающиеся работы электрических приборов, это и ноутбук, и чайник, который сейчас нам дал кипяток, и вчера работа отопителя на 1 киловатт, зарядка гаджетов, само собой освещение. Все это дело рук литий-железофосфатного аккумулятора на 280 ампер-часов, который здесь и установлен. Установлен он в неотапливаемом отсеке. Только что перед записью видео я посмотрел его температуры, так как на нем установлен БМС с 2 датчиками температурными, и показывают они в среднем минус 16 градусов. То есть сейчас такая температура находится на аккумуляторной батарее. Несмотря на это, аккумулятор честно отработал уже практически скоро будет сутки, как честно питал нагрузку мощностью 1 киловатт, даже 1 с небольшим. То есть вообще никаких проблем с его эксплуатацией при таких температурах не возникло. Если бы у меня в таких же условиях стоял бы кислотный аккумулятор, замороженный до температуры минус 20 с лишним, я думаю, что такого удобства проживания он бы мне, к сожалению, не смог бы обеспечить. Хорошо, если у вас есть возможность подключиться к сети 220 в том месте, где вы остановились на ночевку либо на отдых в зимнее время года. Но чаще всего таких условий у нас, по крайней мере в России, в центральной полосе России, у нас не очень развит автотуризм. Таких условий найти очень тяжело. Поэтому вам придется, скорее всего, полагаться только на ваш аккумулятор, на его состояние заряженности и на генератор, который его будет заряжать. Поэтому для таких условий эксплуатации, конечно же, литий-железофосфатный аккумулятор подходит как нельзя лучше. И я сегодня сам в этом впервые убедился. Потому что эксплуатировать литий-железофосфатный аккумулятор на автомобиле – это одно, а вот эксплуатировать его именно по прямому назначению, как тяговый аккумулятор, это уже абсолютно другое. В общем, вердикт, как я уже сказал, все классно, все супер. До температуры минус 25 действительно можно жить нормально, без каких-либо ограничений, за исключением воды и без ограничений по электроэнергии, если у вас стоит нормальный современный аккумулятор, который на это рассчитан. Ну а я, с вашего позволения, буду все-таки нормально завтракать. Если вы досмотрели это видео до конца, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не сложно. А развитию канала и продвижению видео это очень сильно помогает. Все-таки я практически сутки ради вас старался. Огромной вам всем удачи, отличных вам всем аккумуляторов. До следующих видео. Всем пока. С вами, конечно же, как обычно, был Литиум Мастер и говорящие за кадром руки. По поводу расхода газа. Вдруг кому будет интересно. Баллон я вчера практически сразу же поменял в 6 вечера, потому что газ там был мало того, что летний, он еще и закончился. Здесь баллон на 24 литра, когда его привозят заправленным.
у него уровень газа находится на этом уровне. Сейчас я потряс, сделал отметочку, газ находится здесь. То есть, по сути, израсходовано за 18 часов работы менее 30% баллона. То есть 18 умножаем на 3, получаем 54. Чуть больше, чем на двое суток хватит вам такого баллона. Если баллон будет на 27 литров, скорее всего, хватит порядка 3 суток, но точно не более того. Вот примерно такой расход газа, чтобы вы понимали, какой запас газа с собой брать, сколько баллонов на то количество дней, которые собираетесь отапливаться в такие лютые температуры. Ну, естественно, чем будет теплее, тем у вас будет меньше расход газа. А теплоизоляция каравана-то на самом деле не на таком уж и низком уровне находится. Можно видеть, что снежная шапка, которая сверху была, она абсолютно не подтаяла, никуда не потекла. Все сосульки, которые я вам показывал вчера, они образовывались исключительно от теплого дымохода отопителя. Ну что ж, Элдису зачет в этом плане. Я думал, будет хуже.